что-то пошло не по плану. Я себя почувствовала такой супер деловой взрослой дамой, когда делала такое важное дело, как доверенность. Нам предстоит 3 пересадки. Будет сложно, но мы справимся. Вообще, зная нас, я бы уже ни на что не рассчитывала, потому что у нас всегда все идет не по плану. Я думаю, что будет интересно. Это блок лица по питанию. Мы уже добрались на поезде из Минска в Москву. Сейчас доехали на Аэроэкспрессе в Шереметьево. С новостей у нас не работают наши питерские симки. У нас Теле2. Ни у меня, ни у Никиты не работает, как бы сеть нашло, но ничего не загружается. Значит, лайфхак номер 1. Никогда не одевайтесь тепло. Особенно если вы будете на самолете, пожалуйста, никогда не одевайтесь тепло. Потому что у меня куртка уже почти в багаже. Я тоже взяла туда леггинсы, поэтому, короче, мне очень жарко. Даже в этом на всем. Человек уже переоделся. Уже на летнем. Короче, это все очередь на регистрацию. Значит, рис с курицей должен быть, какой-то десерт, овощи, ветчина и курочка. У меня то же самое. Прикольно. Всем привет, меня зовут Маша, и это мое первое видео на ютубе. Оно будет о переезде во Вьетнам. Я сейчас нахожусь в Дананге, тут я уже около месяца, и хотела рассказать основные моменты про жилье, про перелет, про визу, ну и просто поделиться своими впечатлениями от города и от переезда. Так, первое. Почему мы выбрали Вьетнам и Дананг? Изначально мы рассматривали Таиланд и именно город Бангкок. Он мне очень понравился, много небоскребов, такой прям мегаполис. Но когда мы стали выяснять подробнее, оказалось, что в Таиланд довольно сложно сделать визу. Белорусам без визы можно находиться там только 15 дней. На больший срок нужно полностью оплачивать жилье на весь период пребывания и выкупать обратные билеты. Либо можно это сделать через агентство, но они берут что-то в районе $500-600 за человека, поэтому это довольно много. После выбор пал на Вьетнам, плюс у него молодого человека там живет знакомый, тоже рассказал много интересного про эту страну, и мы решили ехать сюда. Вьетнам — это такая, наверное, одна из самых недооцененных стран для путешествий, там, для зимовки. Я тоже где-то читала такое мнение. Многие факторы сошлись. Во-первых, сюда можно несложно сделать визу, она делается онлайн. Здесь можно относительно недорого снять жилье, вкусно покушать, стоимость на продукты, на еду в заведениях тоже относительно небольшая, поэтому мы решили остановиться на Вьетнаме. Мы выбирали между Данангом и Ничангом, но Ничанг — это все-таки город поменьше, такой более курортный, расслабленный, а Дананг побольше, и здесь как-то больше всяких высоких зданий, красивые мосты, то есть это такой более город, поэтому остановились на нем. Про Дананг, наверное, я посмотрела все обзоры на ютубе, вот все, что было со словом Дананг, я посмотрела и поняла, что действительно хочу сюда приехать, посмотреть, потому что мне прям очень сильно понравилось. Нужна ли сюда виза? То, что я буду говорить, относится к гражданам Беларуси. У меня паспорт белорусский, но, насколько я знаю, для граждан России точно такие же условия. Приехать во Вьетнам можно и без визы. Вам просто по прилету в аэропорту поставят штамп на 45 дней, либо можно заранее сделать визу на 90 дней. Она подается онлайн, просто заполняете ваши данные, паспорт, адрес, телефон, и 4-5 дней она рассматривается. Я читала, что ее можно очень просто сделать самому, либо можно обратиться в агентство, которые делают это все за вас. Так как мы с этим столкнулись первый раз, то, чтобы точно все было правильно, мы решили сделать через агентство. И за двоих, за мультивизу вместе с комиссией агентства вышло $130. Вот так вот записывается видео во Вьетнаме. Как мы летели и какой у нас был вообще маршрут? Это, наверное, можно очень долго рассказывать, достойно отдельного видео. Изначально мы рассматривали билеты на авиасейлс, я их мониторила долгое время и уже примерно понимала, какой рейс нам подходит.
Но когда мы стали оплачивать эти билеты, возникла проблема, что ни российские, ни белорусские карточки, причем разных банков, не проходили. Что самое странное, я искала информацию в чатах, может быть, кто-то с таким сталкивался, но у всех оплаты проходили. Мы сидели непрерывно, наверное, часов 5-6, мы потратили, помню, целый вечер, пытаясь оплатить. И тут я в чате в каком-то вижу сообщение, где советуют сайт Trip.com, и говорят, что там бывает цена даже ниже, чем на Aviasales, хотя, казалось бы, такого быть не может. Я захожу на Trip.com, там действительно цена на наши рейсы ниже, чем на Aviasales, где-то долларов на 20, на 30 примерно. Я ввожу номер своей карточки, уже просто не надеясь ни на что, и у меня списываются деньги. Без всяких смс-ок, без подтверждающих кодов, просто проходит оплата. За двоих вместе с багажом вышло $626, из которых $10 это платное уведомление на электронную почту о том, что ваш рейс отменен либо перенесен. То есть, по факту, их можно было купить за $616. Какой именно у нас был маршрут, как мы летели? У нас был рейс Москва-Хайкоу, Гонконг-Дананг. 3 рейса, получается, 2 пересадки. И плюс нужно было нам еще доехать из Минска в Москву. Мы ехали на поезде, это обошлось в 250 рублей на двоих. Наверное, основной сложностью было то, что у нас был не единый билет, поэтому на каждом пункте пересадки нам нужно было полностью проходить весь контроль, забирать багаж и заново регистрироваться и сдавать его. Поэтому это было немножко так утомительно. Плюс я себя не очень хорошо чувствовала, меня укачало в самолете, хотя я раньше с таким никогда не сталкивалась. И меня тошнило, болела голова, и я себя чувствовала очень разбитой, мечтала только доехать хоть в каком виде до Дананга. Поэтому, наверное, это будет совет всем, иметь какие-то таблетки от укачивания с собой, даже если вы с такими сталкивались, потому что я тоже не сталкивалась, но вот так произошло. Первый рейс был самый долгий, это Москва-Хайкоу, мы летели 9,5 часов. Это были китайские авиалинии, Hainan Airlines. Что касается этого перелета, то все было комфортно, за исключением моего плохого самочувствия. Нас кормили полноценно 2 раза. Горячее питание было, любой выбор напитков, очень много разных соков, алкогольные напитки, разные варианты были, поэтому, в принципе, все в этом плане было очень комфортно. Каждому пассажиру был выдан плед, подушечка и набор, по-моему, там были носки, маска для сна, беруши, зубная щетка и паста, если я ничего не путаю. У нас были мониторы, можно было играть в игры, смотреть какие-то фильмы, сериалы, слушать музыку, отслеживать полет на карте, то есть любые какие-то развлечения, все, что могло быть, наверное, было. Далее у нас был рейс Хайкоу-Гонконг 1,5 часа и Гонконг-Дананг 2 часа. Что меня удивило, то, что на этих рейсах тоже кормили. Это не было горячее питание, это был просто такой набор, где был напиток, булочка, какой-то шоколадный батончик, и какая-то китайская непонятная странная штука, которую мы не ели. В общем, в любом случае, голодным ты не останешься. Насколько я знаю, просто в России и в Беларуси на таких коротких перелетах вообще питания нету. Может быть, там только за дополнительную плату, поэтому это приятно тоже удивило. Тоже такой интересный вопрос. Говорят ли в Китае на английском? Потому что нас все пугали, и знакомые рассказывали. Я в чатах тоже много читала, что в Китае вообще никто не говорит на английском. Там даже в аэропорту вообще ни слова, нигде вас никто не поймет. Что хочу сказать. В Китае говорят на английском. Я сталкивалась с сотрудниками аэропорта. Они все говорили на английском. Там кто-то хуже, кто-то лучше, но они понимали более-менее его, поэтому я не знаю, откуда берется этот стереотип, что в Китае вообще никто не говорит на английском. Может быть, просто мне так повезло, что все люди, с которыми я сталкивалась, говорили на английском, но сказать, что там вообще никто не говорит, я не могу такое сказать. Плюс в Китае есть такая интересная штука, что перед каждым сотрудником на контроле стоит такой планшет, и это переводчик, то есть он там может на китайском что-то сказать, и тебе отсюда произнесется сразу на русском языке, а ты уже в этот планшет можешь написать на русском, и оно там ему произнесет на китайском. Но скажу честно, что мне это вообще не помогло, потому что когда мы прилетели в Хайкоу, у меня на контроле на английском стала женщина спрашивать, куда я еду, я сказала Гонконг, она меня не поняла. Я стояла там, наверное, минут 5-7. Я пыталась всячески пронести Гонконг, я его даже написала. Она все равно не могла понять, что это. Позвала какую-то еще одну сотрудницу контроля, которая говорила на русском, очень плохо, но пару слов знала. Я ей объясняю, что я еду в Гонконг, она меня не понимает. В итоге где-то прозвучало там, что слово «транзит». Я говорю, да, у меня транзит. И все, и меня отправили заполнять миграционную карту, которую нужно было, оказывается, заполнить раньше. И я уже, когда я заполнила, подошла обратно к окошку, мне уже никто ничего не спрашивал, просто меня поставили печать, и это пропустили. То, что в Китае не знаю слово «Гонконг», это как-то очень странно. Это еще кто? Hello?
Окей, I go. Мгм. Также в Гонконге тоже, когда мы регистрировались на рейс, у нас спросили обратные билеты из Вьетнама. Мы сказали, что они нам не нужны, но девушка все-таки настойчиво доказывала, что они нам нужны. Мы показали визу, что у нас есть виза на 3 месяца. И она сказала, что все равно вы должны знать, куда вы через эти 3 месяца поедете, и у вас должны быть куплены билеты. Так мы стояли с ней, спорили какое-то количество времени. Потом она позвала другую девушку. Она нам тоже пыталась объяснить, что у вас должны быть обратные билеты. Мы говорим, что нет, они не должны быть у нас. Потом был странный момент, что у нас спросили, есть ли карточка Visa и MasterCard. Просили показать. Рассматривали нашу карточку. Все, отдали и в итоге зарегистрировали на рейс. Это было странно. Уже по прилету во Вьетнам, казалось бы, ничего не предвещало беды. Я читала, что обычно все проходит лайтово, спокойно, практически ничего не спрашивают. Я подхожу к окошку, девушка берет мой паспорт и говорит, подождите, и уходит с ним куда-то. Возвращается без паспорта, говорит мне ждать. Я жду тоже какое-то количество времени, уже перебирая все возможные варианты в своей голове. Потом приходит какой-то пограничник с моим паспортом, и выяснилось, что она мне поставила печать не на ту страницу. Она поставила ее там, где прописка, а не там, где визы. Поэтому она ходила, чтобы эту печать аннулировали. Тоже так я немножко стрессанула, учитывая еще мое состояние, что я себя не очень хорошо чувствовала, очень хотела спать, я была уставшая, разбитая. И тут еще как бы что-то с паспортом, с визой, непонятно с чем. Ну, конечно, пришлось понервничать. Вот, собственно, мы приехали во Вьетнам. Мы уставшие, голодные, сонные. Я плюс себя плохо чувствую. На улице идет дождь, очень душно. То есть, честно говоря, это было вот ожидание реальности. Впечатления у нас были вообще не положительные. Плюс добавила ко всему этому ситуация с такси, потому что все советовали приложение Grab и говорят, что из аэропорта вы спокойно, недорого доедете в любую нужную вам точку. Выясняется, что аэропорт находится вне зоны этого приложения, и сюда вызвать такси нельзя. В общем, нам пришлось еще идти. Мы куда-то пошли в одну сторону, нам сказали, что туда нельзя идти. Потом подошли к другому охраннику, он сказал, что нужно было все-таки идти туда, куда вам сказали нельзя идти. Кое-как нашли это такси, а долго еще не могли найти точку нашего отеля, потому что таксист поворачивал куда-то не туда, потом уже сам подходил к местам, спрашивал, где это место, мы очень не могли никак его найти, просто какими-то кругами ездили, и я уже успела пореветь, потому что я захотела домой, поэтому очень все было неоднозначно в первый день. Мы уже, когда добрались до отеля, сидели и, честно, гуглили, куда можно уехать отсюда. Что по погоде? В первые дни у нас был дождь. Мы когда приехали, был дождь, и было очень душно, то есть очень высокая влажность, и особенно для тех, кто никогда не был в Азии, вообще первый раз здесь, я думаю, что это будет очень непривычно. Для меня было такое ощущение, как будто я в теплице на даче у бабушки, и как будто сложно дышать, то есть делаешь вдох, как будто с большим усилием, очень высокая влажность. Потом было пару дней солнышко, и дальше практически целый месяц лил дождь, то есть у нас вот только последние пару дней солнце и теплая погода. До этого весь месяц было холодно, температура была, наверное, что-то в районе 20 градусов, но я ходила в теплой байке, в теплых спортивных штанах, и было холодно, особенно если дождь, и ты едешь на байке, то тебе будет очень холодно. В принципе, здесь еще сезон дождей в декабре, поэтому я понимала, что будет дождь, будет холодно, но сейчас уже потихонечку в январе стали дожди заканчиваться, и это не может не радовать, что погода начинает налаживаться. Ели ли мы тут какую-то местную еду? Пока что нет. За все это время из местного мы ели только баньми. Это такой багет с различными начинками. По сути, это как булочка с разными начинками. Она бывает там с мясом, с яйцом, с рыбой. В целом, эта еда выглядит довольно привычно. Это не было чем-то необычным для меня, хотя это их популярное блюдо. Ничего более такого местного мы не ели, тем более в местных заведениях тоже не ели. Решили не шокировать свой желудок и организм пока что. Пока мы здесь едим либо дома, готовим абсолютно все то же самое, что и в Беларуси, либо просто едим в каких-то кафешках, в каких-то заведениях. Но тут очень много разной еды, очень много привычной еды, различные заведения с завтраками, где есть омлеты, какие-то каши, болы, сэндвичи, то есть абсолютно все то, что можно найти, наверное, в любой стране. Ну и еще хотела отметить то, что здесь очень много красивых эстетичных кофеен. Они буквально на каждом шагу. Я себе уже там сохранила несколько десятков, наверное. Я не знаю, как это все обойти. Но действительно, можно идти просто по улице, и там буквально каждое третье заведение будет супер красивое, очень эстетичное, много зелени. И вообще просто хочется фотографировать каждый уголочек. Наше первое впечатление от города. Это очень контрастный город. Для меня удивительно, как вообще в одном городе и даже буквально вот на одной улице там могут быть 2 соседних здания. Одно какое-то будет супер эстетик, красивое какое-то место,
буквально рядом какие-то трущобы. Это очень контрастно, и это сложно передать, это, мне кажется, нужно увидеть и прочувствовать. Но это очень необычно. Наверное, я думаю, что для тех, кто, в принципе, был в Азии, такое уже где-то встречалось, но вот для тех, особенно кто впервые здесь, я думаю, что это будет очень интересно и необычно. А еще хотелось бы отметить, что байк — это просто must-have здесь для передвижения, потому что тротуаров не очень много на самом деле. То есть, наверное, мест, где можно гулять, это только набережная на реки, моря и, может быть, там где-то только в центре чуть-чуть. Все остальное — это узкие улицы, которые в основном тротуары заставлены байками, какими-то лавками, магазинами, мусорными баками, и поэтому приходится идти по краю проезжей части. Это не всегда удобно и не всегда безопасно, поэтому, конечно, на байке здесь гораздо быстрее. То есть в какую-нибудь точку на байке можно доехать за 5-6 минут, пешком ты будешь идти 30 минут. Поначалу я боялась ездить, меня это все очень пугало, это хаотичное движение, как все едут, на перекрестках особенно. Но по факту, когда ты в этом потоке уже находишься, страшного нет ничего. То есть мы ездим сейчас спокойно, здесь скорость небольшая, где-то 40 км в час примерно все едут, никто никого не подрезает, то есть ты просто спокойно едешь одним потоком и все. Как мы искали жилье? Это тоже такая отдельная большая тема, мне кажется, я могу много чего рассказать об этом. У нас был план снять жилье на несколько суток и уже за это время, будучи здесь, найти его на долгосрок. Еще когда мы были в Минске, я писала русскоязычному риэлтору с просьбой найти нам жилье, но, честно говоря, с ним как-то вообще не сложилось, от слова совсем. Он очень медленно отвечал, и в итоге те варианты, которые он нам скинул, когда мы ему написали, что мы хотим забронировать, он сказал, что они уже заняты. Поэтому я не советую обращаться к русскоязычному риэлтору, если честно. Может быть, просто нам так не повезло, но мы уже, когда приехали во Вьетнам, писали еще 3 русским риэлторам, и они тоже нам отвечали очень медленно, и в итоге мы поняли, что за эти 3 дня мы жилье точно не найдем. Поэтому приняли решение искать жилье сами. Мы просто искали на Фейсбуке и сами писали хозяевам. В итоге первая же квартира, которую мы посмотрели, мы ее сняли, поняли, что она нам подходит. Да, она не идеальная, но она находится в нормальном районе. Тут рядом нет никакого караоке, никакого шумного места, шумного заведения. Здесь довольно тихо. Плюс это рядом с морем, рядом с центром. Тут недалеко можно пройти до всяких заведений. Ну, в принципе, здесь заведения на каждом шагу. Плюс много света, окон, она угловая, соответственно, угловой балкон очень красивый. Эту квартиру мы сняли на 3 месяца. Через 3 месяца у нас кончится виза, и нам нужно будет делать визаран в другую страну и, соответственно, делать новую визу. И я думаю, что если мы решим оставаться в Дананге, то мы, скорее всего, будем искать какую-то другую квартиру, потому что это все-таки не 10 из 10. Я думаю, что можно найти варианты и получше. За квартиру у нас аренда $420 в месяц, и плюс коммунальные платежи. Вот мы уже за 1 месяц заплатили, там вышло в районе $30. И сюда также включена 1 бесплатная уборка в неделю, поэтому тоже довольно удобно. На этом все. Рассказала основные моменты, которые хотела. Надеюсь, что ничего не упустила. Но если какие-то вопросы у кого-то возникнут, можете задавать их в комментарии, я там обязательно на все отвечу. Спасибо большое за просмотр. До встречи в следующем видео.